Всех приветствую на своем канале. Сегодня я приготовила мастер-класс по свитеру с тремя вот такими цветочками. Погода нас, конечно, не балует теплом, поэтому я перешла снова на вязание теплых вещей. Но так как у меня все-таки на душе лето и весна, добавила вот такие вот цветы. Сразу хочу сказать, что схему я стала выкладывать таким постом небольшим ВКонтакте и в Дзене. Вы найдете все ссылки внизу под этим видео. А в видео я буду, конечно, рассказывать такой мини-обзор на джемпер, точнее на свитер. На что обратить внимание, из чего я вязала, сколько у меня ушло пряжи и так далее. Давайте остановимся пока на пряже. Свитер я связала из той же пряжи, что вязала последний мастер-класс кофточку. Это пехорка детский каприз, теплый. Длина нити 125 метров в 50 граммах. И состав это 50% мериносовая шерсть и 50% фибра. Свитер, как я уже говорила, я связала в круговую. Смотрите, когда я подсчитала сантиметры, умножила на плотность, у меня получилось 72 петельки. Но обязательно, если вы будете вязать на другой размер, петельки должны быть не кратно 2, потому что у нас, видите, 3 цветка симметрично. Для симметрии нам понадобится еще плюс 1 петля. Так, набрала я, получилось 73 петельки. Так как я вязала в круговую, я умножаю на 2. Это 146 петелек плюс 1 для замыкания в круг. Вязала резинку на спицах 4. 1 на 1 я выбрала резиночку. Она легче ложилась у меня вот в узор. Мне никак не получилось подогнать ни 2 на 2, ни 3 на 3. Хотя вначале это и планировала сделать. После 10 рядов резиночки я перешла на спицы 4,5. И смотрите, я вот даже расписала, как я вязала, чтобы не запутаться. У меня рисунок сразу вывязывала с первого ряда. Это 3 лицевые. Дальше, смотрите, между вот такими цветами у меня идет по 1 изнаночной. Они мне нужны были, знаете, вот для того, чтобы потом сделать вот такую вот красивую пройму. Видите, такая изнаночная петелька, и возле нее идут такие убавления. Очень симпатично получилось, и мне кажется, такой оригинальности вот эти полосочки чуть-чуть добавляют. Так, не буду отвлекаться. 3 петельки у меня началось лицевые перед. Дальше 1 изнаночная, которая будет отделять рисунок, и сам рисунок. Рисунок у меня состоит из 21 петельки. Впоследствии 22, но вот этот, как сказать, стебелек я из 1 петельки вывязала сразу 2 петли. То есть связала 5 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, и из 1 лицевой я вывязала 2 петельки. Дальше идет симметрично. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых. И повторила еще раз. Это 3 раза. Заканчивается у меня все 1 лицевой и 1 изнаночной и 3 лицевыми. Я это говорю, чтобы впоследствии вы не запутались, как я распределяю этот узор. И смотрите, в чем здесь еще одно отличие. Этот цветочек у меня будет идти не без листиков. То есть я связала после разделительной вот этой изнаночной просто лицевыми до стебелька. И начала только стебелек, то есть связала 1 изнаночную, чтобы вот этот стебель выделялся. Из 1 лицевой вывязала 2 петельки и закончила 1 изнаночной. Смотрите, что можно еще здесь сделать. Листики также можно здесь связать, то есть их, например, будет не 2 пары,
А4, то есть видите, раз, два. По рисунку, рисунок все время будет перед глазами, когда я это буду вязать, чтобы не путаться. Можно даже 4 пары листьев связать, можно и эти цветы удлинить, можно сделать их на одном расстоянии. То есть это все на ваше усмотрение. По наглядности я вам показала, как выглядит именно мой джемпер. Вы можете, конечно, добавить все из своей фантазии. Далее, когда я вот начала вязать шишечки, вот на уровне него я начала вот эти листики вывязывать. Но всего у меня получилось до проймы 64 петельки и по 3 петельки. Я вот написала, что по 3 петли с каждой стороны. То есть 3 петли спереда, 3 петли с этой стороны. И со спинки также 3 петельки со спинки и с той стороны 3 петельки. То есть в общем количестве у меня ушло минус 12 петелек. То есть от 73 набранных у меня здесь в конце остается 67 петелек. Так как реглан у меня тоже идет бесшовный, я довязывала рукава. Вот я рукавчик также расписала, что набрала 42 петельки, плюс 1 для замыкания в круг, также резиночка 10 сантиметров. И смотрите, рисунок. Рисунок у меня состоит только вот из этих листиков. И такой небольшой нюанс. Здесь я прибавки не делала, так как у меня четное количество. Я просто взяла вот эти 22 полных петли. Вот. Это единственное отличие от вязания вот этого цветка от этого рисунка. Ну, естественно, не будет у меня этого цветочка. И когда я уже подошла близко-близко к горловине, вот регланные убавочки дошли до листиков, я перешла незадолго до горловины на лицевую гладь. Это уже ближе, конечно, к поворотным рядам. Убавочки я делала с третьего ряда, после того, как соединила и рукава, и джемпер в единое полотно. И поворотные ряды я делала с 35 ряда, 35, то есть ряд связала, с 36 даже получается ряда начала их делать. Две поворотных петли у меня будет на рукаве и одна на спинке. Затем я продолжила вязать горловину. При этом, когда я вывязывала все вот эти поворотные петельки, я еще раз дополнительно убавила петельки в горловине, то есть еще раз вот так вот возле реглана делала убавочки, так как мне показалось, что горловина достаточно была широкая, и ее можно еще заузить. В конце концов у меня получилось 86 петелек, и горловину я вязала на спицах 3,5. То есть на четверочке я связала буквально 5 рядов, 4 ряда, из 5 ряда я перешла на 3,5. То есть резиночка такая, чтобы более симпатичная получилась. И в конце я закрыла эластичным способом, своим любимым, с помощью накидов. На высоту у меня было провязано 38 рядов, и в 39-м я все закрыла. Затем я сделала шов петля в петлю, то есть когда вы свяжете рукав, отрезайте нитку где-то сантиметров 20-25, чтобы вам с запасиком хватило зашить эти проймы. И еще хотела сказать по прибавочкам. По прибавочкам у меня было 8 прибавок. Давайте я вам покажу. Начала я их делать с 9 ряда, то есть по 2 прибавочки за раз. 8 раз я прибавляла. Здесь я также расписала, что это 9, 17, 25 и так далее. Последняя прибавка в 65 ряду. И общее количество петелек у меня было 58. Перед тем, как объединить в единое полотно, я также буду снимать по 3 петельки с начала, 3 петельки с конца. В общем количестве 6 петелек. На ниточку у меня останется 52 петли. И после этого я уже буду, конечно, соединять в круг. Видео, как всегда, у меня, конечно, большое получилось, на 2 часа. Поэтому, естественно, будет 2 части. Первая часть будет включать в себя вывязывание вот этого цветка до проймы. А рукава соединение в единое полотно, это уже войдет во вторую часть, потому что очень-очень много времени занимает
именно вот эти цветы. Пыталась как можно более подробно снимать, чтобы вам было более понятно, как это все связать. Ну вот и все. Наверное, что я хотела рассказать по моим чертежам. Если я что-то пропустила, я думаю, все здесь видно, что я писала, как я рассчитала, сколько рядов, где я связала. Давайте приступать к вязанию. На спице номер 4, на одну спицу, я буду набирать 147 петелек. Это 146 плюс 1 для замыкания в круг. Набираю самым обычным способом, не сильно затягивая нить, чтобы у нас не получился стянутый край. После того, как мы набрали все петельки, очень внимательно распределяем их по спице, так, чтобы косичка у нас везде шла ровненько и нигде не перекручивалась, не переворачивалась. И затем соединяем в круг. Петельку с левой спицы снимаем и одеваем на нее петельку с правой спицы. И возвращаем теперь назад. Подтягиваем ниточки и вяжем резиночку 1 на 1 таким образом. Первый ряд мы полностью провязываем за переднюю стеночку, все петельки. После того, как мы связали первый ряд, второй и последующие ряды мы вяжем таким образом. Лицевая за переднюю стеночку, изнаночная за заднюю. Лицевая за переднюю, изнаночная за заднюю. Таким образом мы вяжем резиночку на нужную вам высоту. Я буду провязывать 10 рядов. То есть в 11 ряду, он же будет первый ряд нашего уже джемпера, мы будем переходить на спицы 4,5. После того, как у нас связана резиночка, я сменила спицы на 4,5 и будем вывязывать рисунок спереди. Сзади у меня будет лицевая гладь. Мы будем делить перед на 3 сектора, который вот с такими 3 цветка будет. Причем по бокам будут низкими, а в середине цветок будет более высоким. Смотрите, каждый сектор у нас будет отделен изнаночными петельками. То есть мы вяжем изнаночную петлю, сам рисунок, изнаночная петля, сам рисунок и так 3 раза. Сам цветок, вот если не включать вот эти изнаночные, будет составлять 21 петлю. Вот эту петельку я считаю за одну, потому что мы сейчас с помощью прибавки будем ее вывязывать. Она у нас будет состоять из 2 петелек, которые будут между собой перекрещиваться в каждом втором ряду. На это я не буду акцентировать внимание, буду считать ее за одну петельку, покажу один раз, как это будет наш стебелек. Давайте начнем вязать. Смотрите, до первой изнаночной петельки у нас будет 4 изнаночных петли, то есть отделяющие 3 сектора. И плюс 3 сектора по 21 петле, это 63 плюс 4, это 67 петелек. И то есть остается у нас по 3 лицевых петли с краев переда. То есть мы вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3. И отделяем первый сектор изнаночной петелькой. Далее у нас начинается рисунок. Вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3,
4, 5, 1 изнаночная. Далее 3 лицевые, 1, 2, 3, 1 изнаночная. И в первый раз мы вывязываем из одной петельки, в данном случае из лицевой, 2 петли. Смотрите, поднимаю дужку ниже лежащей петельки, вяжу в нее петлю и затем вяжу саму петельку со спицы. И далее у нас идет симметрично. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Рисунок окончен, и заканчиваю я 1 изнаночной, разделяющей нашу вот эту полоску с цветами. Начинается вторая полоса. Вторая полоса, смотрите, листья у цветка, вот, который будет посередине, начнется только с того момента, когда мы провяжем вот этот вот, получается, первый раппорт, или даже можно связать и 2 раппорта сделать высотой, но это не важно. Сейчас вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вяжем полностью лицевыми, то есть 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее стебель. Стебель у нас будет отделяться изнаночной. Далее делаем снова прибавочку. 1, 2 и изнаночная. Далее 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И заканчиваем разделительной изнаночной петлей. И начинаем вязать последний, вот этот получается третий цветок, также с 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 3 лицевые и стебель. Стебель у нас состоит из изнаночной, из лицевой, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, 3, 4, 5, и заканчивается все 1 изнаночной. И от переда у нас осталось связать 3 лицевые. Теперь лучше пересчитать спинку. На спинке у нас должно остаться 73 петельки. После того, когда мы пересчитали петельки, я вот отметила начало спинки тоже маркером, чтобы как-то поменьше путаться. И вяжу полностью все лицевой гладью. Где лицевая, провязываю за переднюю стеночку лицевую, а где изнаночная, провязываю за заднюю стеночку. То есть как располагаются петли на спице. И встречаемся во втором ряду. Во втором ряду мы вяжем все полностью по рисунку. То есть у нас начинается и заканчивается перед 3 лицевыми. Далее идет 3 сектора рисунка. То есть изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 3 лицевые, изнаночные, 3 лицевые, и стебель у нас состоит из изнаночной. Да, в дальнейшем мы будем перекрещивать, пока мы провязываем просто 2 лицевые и изнаночная. Далее 3 лицевые, изнаночная, 5 лицевых и разделительная изнаночная. Так мы повторяем 3 раза, и перед у нас заканчивается 3 лицевыми после последней разделительной изнаночной петли. Не забывайте, что в третьем, точнее в цветке, который посередине у нас идет полностью, вот это все будет лицевыми петельками. Мы будем вязать только стебелек. Стебелек у нас состоит из изнаночной, 2 лицевых и изнаночной.
И затем встречаемся, вот они. Видите, это вот средний, я просто провязываю 2 лицевые, потом 9 лицевых, то есть никаких изнаночных у меня там нет, и заканчиваю разделительной изнаночной. Так, мы вяжем второй ряд до конца. Спинка у нас просто идет лицевая гладь, на ней я останавливаться уже не буду. Мы ее провязываем просто лицевые за переднюю стеночку и встречаемся уже в третьем ряду. Третий ряд. Я уже связала первые 3 лицевые. Далее, смотрите, у нас начинается разделительная сначала, изнаночная. На ней я тоже останавливаться уже не буду. И буду вязать уже сам рисунок. 4 лицевые и изнаночная. 1, 2, 3, 4. И лицевую мы провязываем как изнаночную. Далее у нас идет 2 петельки вместе с наклоном вправо. То есть нам нужно провязать их за передние стеночки. Я вот так их лицевую переворачиваю и вместе, точнее изнаночную перевернула, и вместе с лицевой вяжу за переднюю стеночку. Дальше идет 2 лицевые и накид. 2 лицевые и накид. Далее стебелек. Стебелек у нас состоит из изнаночной, скрещенная, 2 перекрещенных лицевые. Первую петельку я снимаю на спицу, вяжу вторую, затем меняю их местами и провязываю снятую прежде петлю. И заканчивается изнаночной петелькой. После этого, после стебелька, у нас идет все симметрично. То есть накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые. Далее 2 петельки вместе с наклоном налево. То есть нам нужно провязать их вот за заднюю стеночку. Лицевая уже лежит удобно у меня за заднюю стенку. И я их провязываю вместе. Далее изнаночная и 4 лицевые. Изнаночная и 4 лицевые. Заканчивается все у нас разделительной изнаночной петелькой. Второй цветок, который располагается у нас посередине, вяжем также 9 лицевых, то есть листиков у нас пока не будет, и вяжем стебелек. Изнаночная и перекрещенная 2 лицевые. И затем изнаночная петелька. Снова 9 лицевых. И повторяем узор первого цветка. 4 лицевые, изнаночные. Я только в начале вам буду показывать, как это все провязать, чтобы полностью перед. Потом я буду показывать только один цветочек, где мы что-то будем вывязывать. Так как вот этот третий цветок у нас будет только повторять. 4 лицевые, изнаночная. Далее переворачиваю изнаночную петлю и вяжу их вместе следующей лицевой, 2 вместе за переднюю стеночку. Затем 2 лицевые и накид. И стебелек. Изнаночная и 2 перекрещенных лицевых. Петлю снимаю, вяжу вторую лицевую, меняю их местами и затем провязываю снятую петлю. Изнаночный стебелек у нас закончился, и после него идет все симметрично, начиная с накида. Накид, 2 лицевые, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, то есть один листик у нас смотрит направо, другой налево. Мы провязываем за заднюю стеночку. Изнаночная и 4 лицевые. Заканчивается у нас все разделительной изнаночной петелькой и довязываем третий ряд до конца. Встречаемся в 4 ряду. В 4 ряду мы провязываем все по рисунку, то есть как мы и вязали. 4 лицевые, изнаночные, 3 лицевые и накид я провязываю также лицевой петелькой.
Далее стебелек идет, изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. И все идет симметрично. Накид, 3 лицевые, изнаночная и 4 лицевые. Средний цветок у нас вяжется тоже по рисунку, то есть до него, до стебелька идет полностью лицевыми петельками. Затем стебелек вяжем изнаночные, 2 лицевые, изнаночные. И третий цветочек мы вяжем полностью так же, как и первый. То есть накиды провязываем лицевыми петельками. Пятый ряд. В пятом ряду у нас начинается с 3 лицевых, затем изнаночная. 1, 2, 3, изнаночная петелька. Затем также у нас идет 2 петельки вместе с наклоном вправо, извините, 2 лицевые и накид. После накида идет 1 лицевая до стебелька, лицевая. Далее стебелек, изнаночная, перекрещиваем петельки, изнаночная. И повторяем симметрично. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 изнаночные. Затем провязываем 2 петельки вместе с наклоном налево, то есть за заднюю стеночки, изнаночная. И заканчивается у нас 3 лицевыми и разделительной изнаночной петелькой. Во втором цветке в середине до стебелька вяжем лицевыми петельками и стебелек также изнаночная и перекрещиваем 2 петельки и изнаночная. Третий цветок вяжем точно так же, как и первый. Затем вяжем 6 ряд. В 6 ряду вяжем все по рисунку, то есть где располагаются лицевые, теперь вяжем 3 лицевые, затем изнаночная, 3 лицевые, накид провязываем лицевой, еще 1 лицевая и стебелек. То есть здесь, я думаю, запутаться будет несложно. Точнее, вы, думаю, справитесь самостоятельно достаточно легко. В 7 ряду. 7 ряд у нас начинается с 2 лицевых и изнаночная. 2 лицевые, изнаночная. Затем 2 вместе за переднюю стеночку. 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Стебелек, изнаночные, перекрещенные лицевые. Перекрещивание мы делаем только в четном ряду, то есть первом, третьем, пятом и так далее. Изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петельки вместе за заднюю стеночку, изнаночная и 2 лицевые. Разделительная изнаночная. И переходим ко второму цветку, который до стебелька у нас также продолжает вязаться лицевыми петельками. Вяжем только стебелек. Далее провязываем третий цветок так же, как и первый. Провязываем 8 ряд самостоятельно. Он у нас будет состоять из 2 лицевых, изнаночная, можно сказать 6 лицевых и стебелек. Далее все идет симметрично. И встречаемся с вами в 9 ряду. 9 ряд. В 9 ряду мы начинаем с 1 лицевой. Лицевая, затем изнаночная. Далее 2 петельки вместе за переднюю стеночку. 2 лицевые и накид. Заканчивается до стебелька у нас 3 лицевыми. 1, 2,
и 3. Изнаночная, стебелек, состоящий из перекрещенных 2 петелек, и изнаночная. Далее все вяжем симметрично. 3 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 петельки вместе за заднюю стеночку. Изнаночная и лицевая. Заканчивается у нас разделительной изнаночной петелькой. Цветочек посерединке также продолжаем вязать лицевыми петельками, выделяя лишь стебелек. Десятый ряд вяжем самостоятельно и встречаемся в 11 ряду. Одиннадцатый ряд. 11 ряд у нас начинается с одной изнаночной. Далее 2 петельки вместе за переднюю стеночку, 2 лицевые, накид и 4 лицевые до стебелька. Вяжем сам стебелек. И все идет симметрично. 4 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 петельки вместе за заднюю стеночку и заканчивается узор изнаночной петелькой. Далее идет разделительная изнаночная петля. И у среднего цветка мы также продолжаем вязать лишь стебелек. Далее провязываем третий цветок точно так же, как и первый. Вяжем самостоятельно 12 ряд и в 13 ряду встречаемся снова. У меня начинается 13 ряд. И смотрите, я написала, что повтор с 1 по 11 ряд. То есть сейчас мы снова начинаем вязать вот этот ряд. Он у нас начинается с 5 лицевых. То есть после разделительной изнаночной мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Далее изнаночная и 3 лицевые. Далее стебелек. Изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, и заканчивается все 5 лицевыми. И разделительная изнаночная. То есть у нас получится вторая пара листиков по бокам. В среднем цветке я поначалу думала также начать вязать листики на уровне второго, когда начну здесь вязать второй, но решила, что начну их вязать именно тогда, когда у меня начинается вырисовываться цветок, то есть с 23 ряда. То есть все то же самое мы начинаем вязать, продолжая в среднем цветке вязать лишь только стебелек. Больше ничего у меня здесь уже не будет. Либо можете, например, уже начать вязать листья. Это все на ваше усмотрение. Даже можете сделать не 2 пары, а 3 пары вверх. То есть это зависит все от вашей фантазии. Я начну вязать листики уже непосредственно в среднем цветке, когда начну в 23 ряду вязать 1 и 3 цветок, то есть вывязывать здесь вот этот бутончик. То есть пока можете отмотать видео назад на 1 ряд и начать, если вы что-то подзабыли, либо сделать себе скриншот, как поровнее положить, чтобы продолжать вязать. И встречаемся уже с вами в 23 ряду. Итак, у меня связано 2 раппорта листиков. Теперь у меня идет 23 ряд. И в 1 и в 3 цветочке у нас начнутся шишечки, а у 2 цветка посередине, то есть у него начнутся вот 1 ряд, мы начнем также вязать листики. На нем я уже так не буду внимание заострять, буду больше останавливаться на 1 цветке. Итак, смотрите, я уже провязала 3 лицевые и разделительную изнаночную.
И до первой шишечки нам надо провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть она выпадает на изнаночные петельки. Шишечку я вяжу так. Накидываю протяжку между петельками и вяжу ее скрещенной лицевой. Затем из петельки вывязываю 3 петли. Петля, накид и еще одна петля. И пятую петельку также вяжу из протяжки. То есть у меня прибавилось 5 петелек. Переворачиваю вязание. Вяжу кромочная, 4 изнаночных. Снова переворачиваю. Кромочная, 4 лицевые. Снова переворачиваю. Кромочная, 4 изнаночные. И в пятом ряду этой маленькой шишечки закрываю петельки. 3 петли снимаю. Последние 2, четвертую, то есть и пятую, вяжу вместе одной петелькой и по очереди вот так вот накидываю на них оставшиеся петли снятые. Теперь смотрите, вот эту двойную, мы же помните, из одной петельки получали 2 петли. Сейчас я ее убавлю, чтобы ее больше не было. У нас этой прибавочки просто провяжу ее 2 петельки вместе и подзатяну петельки. И вяжу вторую шишечку. Из протяжки. Далее 3 петли из одной петельки. И следующая петелька из протяжки. Получили 5 петелек. И повторяем наши действия. Кромочная, 4 изнаночные, кромочная, 4 лицевые. И последний раз вяжем изнаночными петельками. И снимаем 3 петли. Последние 2 вяжем вместе. И накидываем на них снятые петельки. Как следует шишечку подзатягиваем, вот так выпрямляем и вяжем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последняя наша, вот она была изнаночной, мы ее провязываем лицевой. И вот наша разделительная изнаночная петля. Начинается средний цветочек, смотрите, он начинается теперь у нас с первого ряда. То есть мы теперь будем вязать вот этот цветок сначала. То есть мы начинаем также с 5 лицевых. 2, 3, 4, 5 изнаночная и 3 лицевые. Изнаночная, наш стебелек со скрещенными петельками, изнаночная и снова 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная и 5 лицевых. Заканчивается у нас разделительной изнаночной петелькой. Третий цветок у нас вяжется как и первый, то есть мы вот на месте вот этих 2 изнаночных свяжем шишечку. То есть мы вяжем 9 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И начинаем вывязывать шишечку. Не забываем, что стебелек нам нужно провязать вот это 2 лицевые, 2 петельки вместе. Я впоследствии помечу, что это вот таким вот треугольничком. То есть
2 петельки вместе с наклоном получается вправо. И все. Потом мы с вами встречаемся в 24 ряду. Я покажу, как провязать шишечку, уже готовую, которая. У меня сейчас идет 24 ряд. Вот я дохожу до провязанной шишечки. И смотрите, мы ее провязываем просто лицевой. Еще раз поправляем как следует. Между ними лицевая одна, вторая шишечка. Также провязываем лицевой, поправляем ее. Вот затягиваем хорошо ниточку, чтобы не оставалось отверстий. И вяжем далее. И встречаемся уже с вами, получается, в 25 ряду. 25 ряд. От разделительной изнаночной мы провязываем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Делаем шишечку. Уже известным нам способом. После того, как мы провязали первую шишечку, между ними у нас получается 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. 1. Хорошенько подзатягиваем ниточку. 2, 3, 4, 5. И в шестую петлю снова делаем шишечку. Когда мы сделаем вторую шишечку в этом ряду, в 25-м, у нас получается до разделительной изнаночной должно остаться 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третий цветок мы будем вязать точно таким же образом. А теперь средний цветок у нас, напоминаю, идет третий ряд. То есть он начинается у нас с 4 лицевых, изнаночная. Но я думаю, что вы уже освоили этот рисунок. Если вам также еще тяжеловато, просто видео отмотайте чуть-чуть назад. 2 вместе, накид, изнаночный, перекрест. Итак, довязываем второй наш цветок. Третий вяжем, как и первый. Затем вяжем 26 ряд и встречаемся уже с вами в 27 ряду. 27 ряд. Смотрите, отступаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек от разделительной изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую петельку вяжем шишечку. Теперь между шишечками у нас 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Подзатянули ниточку, выправили шишечку и вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в 10-ю снова делаем шишечку. И до разделительной изнаночной у нас должно снова остаться только 5 лицевых. Здесь в среднем цветке у нас, напоминаю, идет 5-й ряд. То есть где с 3 лицевых мы начинаем. Потом изнаночные 2 вместе. Потом мы вяжем 28 ряд и встречаемся с вами в 29. В 29 ряду, посмотрите, у нас идет ряд без шишечек, то есть мы провязываем его просто лицевыми петельками. Нигде не останавливаемся.
не останавливаясь. 21 петелька у нас получается лицевая. И изнаночная, разделительная. В среднем цветке у нас идет 7-й ряд. То есть начинается с 2 лицевых, изнаночная и так далее, как мы уже все и вязали. 3-й цветок мы также провязываем с вами лицевыми. Затем 30-й ряд вяжем по рисунку. 31-й ряд мы вяжем точно так же, как и 27-й. В 31 ряду, смотрите, то же самое. Мы отсчитываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Точно на этом же месте делаем шишечку. Между шишечками у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых. То есть на 10-ю, где у нас и была шишечка, мы снова над ней делаем. И до разделительной изнаночной у нас останется 5 лицевых. В среднем цветке у нас сейчас получается 9-й ряд по рисунку. Так вот у нас пока получается. Затем вяжем 32 ряд и еще раз встретимся в 33 ряду. Мы дошли до 33 ряда. Смотрите, он снова идет просто лицевыми петельками. То есть после изнаночной мы провязываем 21 лицевую петлю. И доходим до второго цветочка нашего, который располагается посередине. У него начинается 11-й ряд. То есть с изнаночной петельки. Довязываем с вами 33 ряд. Точнее, провязываем сначала вот этот ряд у среднего цветочка. По общему количеству 33 мы довязываем. Вяжем 34 и в 35 ряду, как вы уже видите, шишечки располагаются снова на том же месте. Но я все равно еще раз, конечно, остановлюсь. Если уж снимать подробно, то уж показывать все. 35 ряд. Снова мы вяжем 5 лицевых от изнаночной. Делаем вот эту последнюю нашу. Видите, у нас 3 шишечки в ряд. 1, 2, 3 шишечка. Между ними 9 лицевых. В 10-ю петлю снова делаем шишечку. И до изнаночной у нас будет 5 лицевых. В среднем цветке у нас начинается вот этот вот повторчик с первого ряда. То есть мы вяжем разделительную лицевую и начинаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых, изнаночная, 3 лицевые и так далее. Затем мы вяжем с вами 36 ряд и встречаемся в 37 ряду. 37 ряд. От изнаночной мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И на уровне получается вот этой шишечкой, вот первые 2. И сейчас мы вот на уровне их будем вязать. То есть в 6-ю делаю шишечку, петельку. После нее я вяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 лицевых. То есть мы связали первую шишечку, вот эту, 5 лицевых провязали, сделали еще одну шишечку. И до конца узора у нас должно остаться также 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И изнаночная.
В среднем цветке у нас получается начинается третий ряд. То есть мы вяжем 4 лицевые, изнаночные. Все делаем по рисунку, как мы уже и вязали. Не забывайте сделать шишечки и в третьем цветочке. Вяжем затем 38 ряд и встречаемся в последнем, в 39 ряду. Делаем заключительные шишечки. И у нас начинается последний 39 ряд. Смотрите, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Далее делаем шишечку, пропускаем одну лицевую и снова делаем шишечку. И после этого у нас должно остаться 1, 2, 3, 4, 9 петелек до разделительной изнаночной петли. И еще у нас лепесточки, повторюсь, вяжется сейчас уже вторая пара листочков. После этого, когда мы закончим вторую пару, то есть мы закончим вот этим 11 рядом, мы также перейдем на первый ряд цветка. Вот и все, наверное. Далее нам нужно будет довязать до проймы и сделать убавочки петелек. Пока продолжаем вязать. Вот такой вот цветочек у нас должен с вами получиться. И хотела еще напомнить вам, когда мы свяжем вторую пару листьев и будем переходить к шишечкам, не забудьте сделать убавочку вот этих двух лицевых, которые мы прибавляли в самом-самом начале. Вот мы вывязывали 2 петельки. Ну вот на этом все. Продолжаем пока вязать.